Всем привет! Сегодня будем готовить меню на целый день. На завтрак приготовим молочную кашу с тыквой, на обед питательный суп из рыбы и домашнее печенье с вареньем, а на ужин сытные котлеты с гречкой и легкий салат из пекинской капусты. Первой приготовим вкусную и полезную молочную пшенную кашу с тыквой. Такая каша готовится совсем несложно и станет отличным завтраком для всей семьи. 400 грамм очищенной от кожуры и семечек тыквы трем на крупной терке. В кастрюлю наливаем 2 литра молока и сюда же кладем тертую тыкву. Тыкву варим в молоке на маленьком огне, после закипания примерно 10 минут. Тыква стала мягкая, измельчаем ее погружным блендером. Этот этап не обязательный, можете его пропустить. Сюда же высыпаем 10 столовых ложек промытого пшена. В этой каше пшено можно заменить рисом. Кашу варим на маленьком огне еще примерно 20 минут. В конце варки в кашу добавляем щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Все перемешиваем и снимаем с огня. Молочная каша с тыквой получилась умеренной густоты. Она очень вкусная, сладкая и нежная. Обязательно ее приготовьте, это очень полезно. На обед приготовим рыбный суп с вермишелью. Суп легкий и в то же время сытный. Он согреет в холодную погоду и порадует изумительным вкусом и ароматом. В кастрюлю объемом 4 литра кладем полкилограмма хека, уже очищенного от чешуи и внутренностей, и 300 грамм красной рыбы. У меня размороженные кусочки красной рыбы, но также можно использовать целую рыбку. В кастрюлю наливаем примерно 3 литра воды. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, снимаем образовавшуюся пену. Варим рыбу 15 минут. Пока варится рыба, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь нарезаем небольшими брусочками. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Лук немного подзолотился, добавляем подготовленную морковь. Пассируем на небольшом огне до мягкости морковки. Овощи готовы, снимаем их с огня. Рыба уже сварилась, вынимаем ее из бульона и оставляем остывать. В кастрюлю кладем нарезанный картофель и варим его примерно 10 минут. Прошло 10 минут. Добавляем 80 грамм мелкой лапши из твердых сортов пшеницы и варим еще 5 минут. Рыба уже немного остыла, убираем кости и плавники. Мясо рыбы разбираем на более мелкие кусочки. Также у меня на канале есть и другие рецепты вкусных супов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Измельчаем небольшой пучок укропа. Выдавливаем сок из половины лимона. Подготовленное рыбное филе кладем обратно в суп. Добавляем пассерованные овощи. Кладем лавровый лист. И солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанный укроп. И наливаем сок половины лимона, процеживая его через сито. Все перемешиваем. Как только суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Рыбный суп с вермишелью получился очень вкусным, ароматным и сытным. Готовится несложно и достаточно быстро. Такой суп понравится всей семье. На десерт приготовим песочное печенье с вареньем. Такое печенье-рулетики многим знакомо из детства. Оно получается очень вкусным и готовится совсем несложно. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Наливаем 2 столовых ложки молока и насыпаем 130 грамм сахара. Все взбиваем миксером до легкой пены. В яичную смесь добавляем 200 грамм мягкого сливочного масла. Опять все взбиваем до однородности.
Сюда же добавляем 400-450 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя в 2 подхода. Замешиваем тесто сначала миксером, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и однородным. Готовое тесто скатываем в шар, заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто разделяем на 2 части. Каждую часть теста раскатываем в прямоугольный пласт толщиной примерно около 2 мм. Раскатывать нужно на силиконовом коврике. Если его нет, то тесто можно раскатать на пищевой пленке или пергаментной бумаге. При раскатке теста обязательно нужно посыпать мукой. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления печенья. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Берем 150 грамм варенья или джема и смешиваем его с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Это делается для того, чтобы варенье при выпечке сильно не вытекало. На раскатанный лист теста кладем половину подготовленного варенья. Размазываем его по тесту самым тонким слоем, какой получается. Много варенья не кладите, иначе оно все вытечет при выпечке. Я использую малиновое варенье. С помощью силиконового коврика тесто с вареньем скручиваем в рулет. Руками так тесто не получится скрутить, так как оно очень нежное и мягкое и будет рваться. Рулет разрезаем на примерно одинаковые части. Каждый раз после разрезания я нож вытираю, чтобы рез получался чистым и было легче резать. Подготовленные рулетики по бокам обмакиваем в крахмал и выкладываем на противень, застеленный тефлоновой или пергаментной бумагой. У меня получился целый противень таких рулетиков. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Печенье-рулетики с вареньем получились очень вкусными, нежными и ароматными. Если такое печенье пролежит ночь, то на следующий день оно станет еще вкуснее и мягче. Но в моей семье такое печенье так долго не задерживается. На ужин приготовим очень вкусные котлеты. Котлеты по этому рецепту всегда готовит моя мама, и этот рецепт уже прижился и у нас в семье. В этом видео я с удовольствием поделюсь с вами этим замечательным рецептом котлет. Сначала замочим в воде 3 ломтика белого хлеба. Я взяла батон, поэтому замачиваю его вместе с корочкой. Если брать обычный белый хлеб, то лучше замачивать только мякоть, так как корочка у него недостаточно размокает и остается жесткой. Также вместо воды можно использовать молоко. 1 крупную луковицу трем на терке для пюре. Если мясо перекручивать непосредственно перед приготовлением котлет, то лук также проще перекрутить на мясорубке вместе с замоченным хлебом и мясом. Батон уже размок, сливаем с него лишнюю жидкость. Фарш я приготовила заранее. К 1 килограмму фарша добавляем натертую луковицу и берем размокший хлеб. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Я еще добавляю 1 чайную ложку смеси итальянских трав и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем руками. Я взяла свино-говяжий фарш, хотя можно использовать любой, котлеты всегда получаются очень вкусными. Из приготовленного фарша формируем котлеты и обваливаем их в муке. Я сразу делаю примерно 6-7 котлет, чтобы хватило на первую сковороду. Остальные доделываю, пока жарятся предыдущие. Также котлеты можно приготовить из других ингредиентов, а как их готовить, смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В отдельную миску разбиваем 2 яйца и хорошо взбиваем их вилкой. Обваленные в муке котлеты обмакиваем в взбитые яйца и сразу же выкладываем на раскаленную сковороду. Жарим котлеты на среднем огне с 2 сторон до красивой румяной корочки. Обжаренные котлеты сразу же выкладываем в кастрюлю. Когда все котлеты уже пожарили и сложили в кастрюлю, заливаем их примерно 1 стаканом кипятка и накрываем крышкой. Кастрюлю ставим на маленький огонь и тушим котлеты примерно 20 минут. Котлеты получились очень сочными, вкусными и сытными. Их совсем не сложно готовить, и с их приготовлением справятся даже начинающие кулинары. А домашние за такое вкусное блюдо вас не один раз поблагодарят. На гарнир к котлетам приготовим рассыпчатую вареную гречку. Гречка готовится очень просто и легко, главное придерживаться нескольких правил в ее приготовлении.
1 стакан гречки чистим от мусора и промываем холодной водой. Промытую гречневую крупу насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем 2 стакана холодной воды. Кастрюлю накрываем крышкой и доводим до кипения. Как только вода с гречкой закипела, солим ее по вкусу. Опять накрываем крышкой и убавляем огонь до самого минимума, это обязательно. Так варим гречку примерно 15-20 минут до полного испарения воды. Во время варки гречку перемешивать не нужно. Гречка сварилась, добавляем кусочек сливочного масла и аккуратно перемешиваем. Готовую еще горячую гречневую кашу подаем на стол. Готовая гречка получилась очень вкусной и рассыпчатой. Она отлично подходит как гарнир ко многим мясным блюдам. Приготовьте гречку по этому рецепту, я думаю, она вам тоже понравится. Также на ужин приготовим салат без майонеза из пекинской капусты. Салат готовится быстро и получается вкусным и витаминным. Берем пол-кочана пекинской капусты, разрезаем его пополам и шинкуем небольшими кусочками. Одну свежую морковь трем на крупной терке. Одно яблоко чистим от сердцевины и кожуры. Очищенное яблоко нарезаем кубиками. На яблоко наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Уксус можно заменить лимонным соком. Все перемешиваем. Это делается для того, чтобы яблоко не потемнело, и в то же время уксус придает салату приятную кислинку. В большую миску кладем подготовленную пекинскую капусту, тертую морковь и нарезанное яблоко. Готовим заправку для салата. В отдельную мисочку насыпаем по вкусу соль. Я взяла примерно четверть столовой ложки соли. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами или обычную. Перчим по вкусу. И наливаем 2 столовые ложки оливкового масла. Все хорошо перемешиваем до получения однородного соуса. Также смотрите еще больше меню на каждый день в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат заправляем приготовленной заправкой и хорошо перемешиваем. Салат с пекинской капустой, морковкой и яблоком получился очень вкусным, витаминным и легким. Обязательно его приготовьте, это очень просто. Если вам понравилось такое меню на каждый день, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.